Привет, YouTube! Меня зовут Артем Сивак, и сегодня мы идем в музыкальный магазин. Потому что в этом выпуске я хочу вам посоветовать классные цифровые фортепиано, но уже не портативные, как я вот рассказывал в этом вот ролике, вот здесь ссылка появится, а именно стационарные. Там будут уже ноги, там будут педальки, там будет корпус. Все, вы покупаете, берете, наслаждаетесь, и ничего больше докупать не нужно. Сразу хочу сказать, что я буду показывать вам бренды, которые заслужили уважение, выбрав любой из которых, опять-таки, вы не прогадаете, друзья. Сегодня у нас в выпуске демонстрация как хороших брендов, так и брендов, которые я бы не советовал брать. Оставайтесь с нами, поехали! Ну и давайте начнем по возрастанию цены, что важно, не по возрастанию технических характеристик, а именно цены. Это у нас Casio PX770. Чем может похвастаться этот экземпляр? Вот так вот. Помимо того, что у него красивая крышечка. Ой, чуть не сломал пианино. 128 голосов полифонии, 88 клавиш, как вы видите, все на месте, все зубки целые, черные, белые. Покрытие под дерево, как и в принципе у всей линейки Casio. На вкус и цвет, как говорится. Кому нравятся более гладкие, кому более шершавенькие. Плюс здесь 19 тембров. Сейчас мы их послушаем, пробежимся. Естественно, выходы под наушники, естественно, выходы на компьютер, MIDI подключение, все дела. В комплекте, естественно, педальки, крышка, все необходимое. Включаетесь в розетку, начинаете играть. Веселитесь как можете. Присутствуют резонансы, но их не так много, то есть струнных резонансов здесь нет. Если мы проводим опыт, как на других инструментах, зажимая вот эти вот три клавиши, вот так нажимаем, вот нет резонанса, к сожалению. Существует три цвета: черный, коричневый, вот как у нас, и белый. Выбирайте опять-таки на свой вкус. Акустика встроенная 2 по 8 Вт диаметром по 12 сантиметров, что тоже очень хороший показатель. В основе звука это сэмплирование, запись немецких роялей. Вот такая технология. Ставится немецкий рояль, обвешивается со всех сторон микрофонами и миллиарды раз нажимается каждая нота, и вот присваивается уже к этой клавиатуре. Давайте послушаем регистры. Я напоминаю, что здесь 2 по 8 Вт, 12 сантиметров. Должны хорошо отработать эти динамики. Casio, в принципе, тяготеет к яркости звучания, к такой кристальной чистоте. Ну, как обычно, у Casio звонкий, яркий тембр. Все как положено. И как мы любим динамический диапазон, сейчас послушаем. Напугаем всех вокруг. Пробежимся по тембрам, которых здесь, как заявляет производитель, 19. А это у нас обычный рояль. Нажимаем кнопку Function, выбираем Mellow, Bright. Ох! Да, очень ярко, действительно. Не обманули. Modern Jazz. Как будто я лед рушу своими пальцами сейчас. Холодный. Почему ты такой холодный? Электропиано, естественно. FM электропиано. Струнные, несколько видов. Джазовый.
разделение клавиатуры на две части. Причем в левой руке остается бас, в правой руке остается то, что вы выбрали заранее. Также есть на приборной панели быстрые кнопки переключения эффектов. Grand Piano сейчас стоит. Вот сейчас нажимаем. Grand Piano. Электропиано. Это если вдруг вы играете в рок-группе. Ну, таких людей, наверное, нет, надеюсь. Включать ручку громкости, кнопка Function, через которую делаются все управления этим инструментом, метроном, реверберация, MIDI, запись, послушать встроенную пьесу, ну и переключение вот между тембрами. Также у этого инструмента есть поддержка приложения, личного приложения Casio, Cardano Player. Берете шнур, втыкаете в планшет или в телефон, и можно будет уже через планшет заниматься, управлять этим инструментом. Могу еще раз отметить, что по ощущениям клавиатура у Casio такая самая резвая. Не знаю, как это еще объяснить, но я думаю, что стоит прийти и пощупать самим. Ну и также говорю, что она шершавая. Черное дерево, белая слоновая кость. Нарядно, красиво, забирайте. И хотел бы обратить ваше внимание, что педальки здесь маленькие, 3/4, не совсем такие стандартные, но тем не менее нога в принципе попадает, нажимать удобно, газует плавно, можно так выразиться. Переходим к следующему варианту от компании Roland RP102. Не поменялось опять. Как это работает вообще? И еще один вариант от меня для вас, это Roland RP102. Это самая бюджетная модель в линейке Roland в корпусе. Стоит этот инструмент 80 тысяч рублей. Черный. Я не знаю, можно говорить черный? Бывает только в одном цвете, в черном. Вот как здесь, как сейчас. Классика жанра. 88 клавиш. Прекрасная клавиатура. Кстати говоря, трехсенсорная. Клавиатура здесь стоит такая же, как на более дорогих моделях линейки. Она трехсенсорная. Очень приятная, тактильная. Опять-таки под слоновую кость, под черное дерево. Все как обычно. 88 клавиш, естественно, молоточковый механизм. То есть такая клавиатура подходит как для тех, кто начинает, так и для тех, кто продолжает свою музыкальную карьеру. 128 голосов в полифонии. Здесь уже есть поддержка резонанса струн, 15 дивных тембров. И акустика здесь 2 по 6 Вт, диаметром по 12 сантиметров. И, естественно, есть все входы-выходы, то есть под наушники. Здесь снизу 2 выхода под наушники, один маленький 3,5, другой большой джек. Есть выходы на компьютер, естественно. Как вы видите, уже все в сборке. Трехпедальный блок уже готов. Здесь крышечка, закрыли, открыли. Все есть. Также хотел бы сказать, что здесь есть Bluetooth. Он нужен для того, чтобы можно было беспроводным образом связываться с приложениями. Эти приложения можно использовать как для управления инструментом, так и для записи. Допустим, какой-нибудь GarageBand, Simple Pianist, бла-бла-бла. И еще много всяких различных приложений, которые используют эту связь. Полезная, удобная штука, современная. И, кстати говоря, на моем канале есть вот здесь видео, как я его своими собственными руками вот этими вот собрал, достал из коробки, распаковал. Здесь. Вот здесь будет. Посмотрите. Как я уже сказал, более детальное сравнение будет чуть-чуть в конце видео. Сейчас просто послушаем так, в беглом режиме. Здесь 15 тембров, как я уже и сказал. Раз тембр. 2. 4 тембра рояльные. Электропианинус пошли. Дальше. Клавесин. Пэды. Красивые звуки. Но, конечно же, можно еще сделать вот так, допустим. Пианино. Струнные. Нажимаем.
Давайте послушаем регистры. Как я и говорил, у каждого бренда реально свой звук. Да, и хочется сказать сразу, что Roland славится на рынке тем, что в отличие от других брендов, где используется сэмплирование звука, это запись живых инструментов, которые присваивают к каждой клавише, Roland использует моделирование звука. Хорошо это или плохо, это решать каждому для себя, но смысл в том, что каждое нажатие на клавишу запускает необратимый процесс моделирования, учитывая силу нажатия, оплетку струн, резонансы, шумы деки, 2 нажатия, 3 нажатия, и каждый раз, каждое нажатие это новое звучание. Аж телефон зазвонил. Видели, как резонанс какой? Эта технология называется Supernatural. Здесь есть поддержка акустических резонансов струн уже, и это интересно. Зажимаем 3 клавиши, молоточки приподнимаются в настоящем инструменте. Здесь это происходит виртуально, и смотрите. Слышите призвук? Это называется резонанс струн. Давайте послушаем динамику от тихого к громкому. Реально большой динамический диапазон. И этот вариант я считаю хорош тем, что в принципе без каких-то лишних заморочек, без переплаты денег вы получаете отличный инструмент с отличной клавиатурой. Клавиатура относительно Casio, она потяжелее на ощупь. В сравнении с Casio, в сравнении с Yamaha, здесь клавиатура более, наверное, тяжелая. Покрытие корпуса здесь не имитирует дерево, как на других брендах. Приятное, тактильно, шершавенькое, матовое. И вот мы подобрались к вершине нашего денежного хит-парада, залезли на Золотую гору Скруч Макдака. Самое дорогое цифровое пианино, которое сегодня представлено у нас, до 100 тысяч рублей. Yamaha YDP 144. У нас она в коричневом цвете, существует также белый и черный цвет. Темно-коричневый цвет, сразу же скажу, структура такая под дерево. 88 клавиш. Клавиатура, конечно же, другая, не такая, как у Roland, не такая, как у Casio, а так сильно она глянцевая, блестящая. Насколько мне известно, она имеет 2 сенсора. Количество голосов полифонии, нашей любимой с вами, 192. Очень хороший показатель, на мой взгляд. Встроенная акустика 2 по 8 Вт, 12 сантиметров диаметр колонок, 10 штук дополнительных тембров. Все очень хорошо. Единственный вопрос у меня к Yamaha: почему так дорого? Почему так дорого? Когда я начинал снимать это видео, эта модель стоила 70 тысяч рублей. Стоит этот инструмент в районе 95 тысяч рублей. На самом деле, это инструмент хороший, но, наверное, все-таки не за эту уже цену. И, в принципе, мне кажется, уже в этом ценовом диапазоне актуальнее сравнивать, наверное, там с Roland 701 RP, либо с Casio AP 470, но, тем не менее, мы смотрим сегодня с вами самые бюджетные стационарные пианино именно в линейках бренда. Ну и, к слову сказать, есть более дешевая модель у Yamaha, это YDP 103. Ходят слухи, что это просто P45, просто в корпусе. Я ее сам не видел ни разу. Ходят легенды, что YDP 103 продаются на Яндекс.Маркете и в магазинах электроники. Я не знаю, но вы можете написать, если видели такое существо. Ведьмак ведет свою охоту. Регистры. У Yamaha тоже сэмплы, это запись именно роялей, топовых акустических роялей Yamaha. Динамический диапазон. Есть уже тоже поддержка различных резонансов. Нажимаем, молоточки приподнимаются. Громко. Давайте послушаем, какие еще тембры здесь есть. Их 10. Здесь достаточно удобно, можно переключать, нажимая плюс-минус. Раз. Уже другой рояль. Плюсик. Плюсик.
криминальный клавесин. Органы, соответственно. Конечно же, есть встроенный метроном, конечно же, есть возможность подключать наушники, есть выходы на компьютер MIDI. Также с этим инструментом работает приложение Yamaha Smart Pianist. То есть коннектитесь по проводу и уже пользуйтесь всеми благами цивилизации. Десять тембров. Как обещали производители, они не обманули нас. Ровно 10 тембров. Да, не стоит задавать вот такой вопрос. Вот какое пианино цифровое самое настоящее? Скажи, какое? Любое. Любое пианино самое настоящее. Каждый бренд делает свое настоящее пианино. У каждого из 3 брендов, которые мы сегодня посмотрели, классная клавиатура, звук прекрасный. Оттенок цвета тоже у всех разный. Вот коричневый цвет, он достаточно темный. У Casio он более в желтизну ударяется. У каждого производителя разные цвета в представлении. То есть здесь коричневый более темный, у Casio коричневый, это посветлее. Тоже выбирайте по своему усмотрению, на свой вкус. Лицевая панель, здесь у нас демонстрационные песни, piano voice, переключение между тембрами, метроном, плюс-минус, это тоже кнопки управления, кнопка записи, кнопка play, кнопка включения справа и мастер volume. Ну что, друзья, вот она, изюминка, вишенка на торте. Вы давно спрашивали, а почему я не могу взять что-нибудь подешевле, типа Орла, Мидели, за 60-50 тысяч рублей, чтобы там было 700 тембров, 500 киловатт звука, чтобы все было в комплекте. Специально для этого мы нашли инструмент, который называется Orla CDP-202. Как вам такое, Casio? В районе 60 тысяч рублей. Да, этот инструмент позиционируется как уже стационарное пианино, но мы сейчас послушаем и, конечно же, сравним этот инструмент. И у нас еще есть за кадром, вот там, чуть-чуть подальше, Мидели. И сейчас мы в сравнении как раз-таки послушаем, чем отличаются те 3 инструмента, которые мы смотрели до этого, и чем все эти 3 инструмента отличаются от более дешевых бюджетных моделей. Давайте сразу сходу, да, просто что здесь, на мой взгляд, не так. Клавиатура, начнем с нее. На ощупь это прямо тонкая-тонкая, такая тонюсенькая грань между синтезатором и пианино. Я не знаю, каким должен быть жестокий учитель, чтобы порекомендовать ученику вот купить именно такую клавиатуру. Немножко утяжеленная синтезаторная клавиатура. Второй момент — это то, что здесь практически нет никакого динамического диапазона. Что я имею в виду? Мы нажимаем тихо. Я прибавил на максимум. Все 500 ватт плюс сабвуфер сейчас будут работать. Прошу обратить ваше внимание на то, что звучит как будто бы просто один и тот же звук, но механически прибавляется. То есть типа вот такого ощущения. Но вообще такое ощущение складывается, что здесь записан всего лишь один сэмпл от одного удара на рояле. То есть, скорее всего, поставили настоящий инструмент, а может быть даже не настоящий. Может быть, они скачали его с пиратского сайта, этот сэмпл, зафигачили на каждую клавишу, и механически звук прибавляется, убавляется. Целая приборная панель космодрома, все, что хотите, есть плазма. Ну и хочется сразу отметить, что чаще всего сталкиваемся с тем, что качество бывает сомнительным. И самая важная мысль, друзья, мне кажется, это просто синтезатор, вставленный в корпус. За эти деньги, за 60 тысяч рублей, вы можете купить любой портативный инструмент из нормальных, хороших брендов. Вот здесь будет ссылка, я здесь уже все разобрал. Для более детального сравнения, как я обещал, наконец-то мы дождались этого момента, я передаю слово и клавиатуру всех инструментов мира моему коллеге, напарнику, ученику Павлу.
Что, друзья, как обычно, я надеюсь, что это видео было полезно в первую очередь для вас. Я надеюсь, вы посмотрите, сравните и найдете для себя необходимый вам инструмент. Намекаю на это Roland Casio Yamaha. Модели по-прежнему не советую. Просто любите себя, не делайте себе больно, пожалуйста. По ссылке внизу в описании я, как обычно, оставлю демонстрацию звука. Пишите в комментариях, какой инструмент вам понравился больше. Мне очень интересно узнать, что вы по этому поводу думаете. Лайки, подписки, репосты, комментарии. До новых встреч. Спасибо.